Всем привет! Та самая Афродита, здравствуй. Lazy All, здравствуй тебе в будущем записи. Надеюсь, ты отдохнула после работы. Всем привет! Мать, прекрати, не разговаривай. Я тут с котиками стою, тут очень шумно, если честно. Вот. Напомню, это второй стрим по прохождению эвента. Ой-ой-ой, секундочку. Вот. Эвент мы проходим, который вот-вот должен закончиться. Осталось 3 дня всего. У нас вот здесь стоит... Ой, как приятно. Прикольно. Так вот. Это мы прошли, да? Да, завершено. Вот это нам надо пройти. Перейти. Окей. Анна Мика, здравствуйте. Назар, здравствуйте. Нека, здравствуйте. Как? Лизавет? Здравствуйте, hello. Дариша, здравствуйте. Кирлайф, здравствуй. Ли, привет. Самая Афродита, здравствуйте. Фурина, здравствуйте. Эндрю, здравствуйте. О, какой-то... Прекратите чат. Так, что было написано? Куда идти? Что делать? Джей. Что-то странное происходит у места проведения фестиваля цветов Микавы. Похоже, сгущается опасность. Дождитесь утра следующего дня с 7 до 9. Ну, давайте дождемся. Так, Кристин, Лизавет. Все понял, Лизавет. Кристин, здравствуйте, Кристин. Нуна, здравствуйте, нифига. Китик, здравствуйте. Риви, привет. Привяу, спасибо. А это будет считаться, что это следующее утро, если я его так сделаю? В прошлый раз игра меня забулила. А можно я сделаю арт тебе? Не обязательно. Мне очень тяжело, когда люди на меня тратят свое время. Я Риви. Что случилось прошлой ночью? Мы не могли найти никого, с кем можно было бы обсудить случившееся, потому что это было уже поздно. Но Мика и остальные уже должны быть на месте, верно? Пойдем и поговорим с ними. Вот, говорит Пайман. Пойдемте и поговорим с ними. Вот. Так вот, я Риви ругаю, ну как, мне очень неловко, я хочу как-то ее отблагодарить, потому что ролики последние, которые вы видите на ютубчике и тиктоке, это делает Риви. Вот. А она не принимает никакую благодарность, из-за этого я страдаю. А Макса ТФДС написала: окей, я после стрима гляну. Но я пыталась, да, ты пыталась. Засранка. По-моему, не считается. Считается. Ну, пожалуйста. Главное, чтобы тебе это было не в тягость. О, привет, привет. Да-да-да, я напишу тебе. Я после стрима, я постараюсь не забыть. О, секунду. Похоже, Мика здесь нет. Пайман не видит ни Аята, ни Аяку. Не рано ли мы пришли? Разве Аята не сказал, что приготовил для всех ночлег в святилище? Слышала? Кто-то встретил здесь двойника прошлой ночью. Двойника? Ты имеешь в виду своего двойника или двойника кого-то из знакомых? Знаешь, говорят, любой, кто увидит своего двойника, будет... что? Заменен им в течение 3 дней. Это не небылицы. Быть такого не может. Двойники? Это очередная надзумская сказка. Слышала когда-нибудь об этом, путешественница? Где-то слышала. Да, это довольно известный случай. Друга заменил совершенно незнакомый человек. И еще время очень даже подходящее. Тебе не кажется? Может, это связано с тем, что мы видели прошлой ночью? Вся эта история с двойниками похожа на то, о чем говорила Саю в разговоре о призрачном буншине. Может быть, со способностями Кичибоши что-то случилось? Размышления ни к чему не приведут. Лучше пойдем и проверим команду Саю. Я напомню, в прошлой серии в конце мы увидели... и здесь нет. Мы видели призрачного самурая, который на нас напал. Мы против него не могли использовать
атаки. Там была какая-то своя механика. Потом пропал. И это было еще и все во сне. Может, они еще спят? Если мы говорим о Сайо, это вполне возможно. О, кто-то идет. Странно. Он пришел поработать с оборудованием, но он не похож ни на одного из рабочих, которого мы видели вчера. И не похоже, что он хочет играть. У него зеленые брови. У кого зеленые брови, чат? Мяу. О, опять лизнул. Как думаешь, может быть... Он может быть... Так, давай проследуем за ним и посмотрим, что он будет делать. Всем привет! Всем привет, кто пришел. Здравствуйте. О, я вижу электрокул. Он постоянно оглядывается. Это очень подозрительно. Не спеши с выводами, давай продолжим наблюдение. Хорошая мысль. Он может направляться навстречу с кем-то. Охотник станет добычей. Моника-огородник. Разрешите доложить, госпожа. Ничего подозрительного в призрачном буншине. Возможно, это никак не связано с инцидентом прошлой ночью. Нашли еще какие-нибудь улики? Сара! Ой, сзади кто-то подошел. Доброе утро, путешественница Паймон. Хейдзо, молодой детектив из комиссии Тенрё. За его вежливым и уважительным поведением скрывается недисциплинированная натура. Когда возникает необычно сложное дело, глава полицейского участка первым делом обращается именно к Хейдзо, как к человеку с большим опытом раскрытия преступлений. Однако, по словам самого молодого детектива, его настоящим козырем является интуиция, а не опыт. Недаром у него всегда на лице уверенная улыбка, символ легкости гения. Хейзо, что ты здесь делаешь? Вплай, спасибо за подарочек. Мне было интересно, у кого хватит смелости подкраться к одному из наших детективов. Мне следовало ожидать, что это будете вы. Полагаю, мы стали добычей. Путешественница Паймон. Простите, госпожа, я не справился со своей работой. Я не знал, что кто-то следит за мной. Учитывая мастерство путешественницы, в этом нет твоей вины. Итак, что происходит? Что вы расследуете? Это должно быть что-то серьезное, раз Хейзо замешан. Ну, по-видимому, по поводу этого... Так, рассказывайте. К сожалению, мне приказано не делиться с вами этой информацией. А? Что за приказ? Ты и правда не можешь нам ничего рассказать? Если Сара и Хейдзо не разрешают поделиться информацией, есть только одно объяснение. Приказ исходит от Сёгуна, не так ли? А я все понял. Проницательное наблюдение, путешественница. Расскажи им все. Сёгун. Госпожа Сёгун. Что? Сёгун здесь? Нет, это Эй. Ты узнала меня с одного взгляда? Сёгун, госпожа Сёгун, расследование еще не закончено. Это не имеет значения. Я уверена, что стоящий перед нами человек — наш друг, путешественница. Ее взгляд, ее присутствие, ее владение несколькими видами элементальной энергии. Ошибки быть не может, и нам нужна ее помощь. Понятно. Что? Следственная группа была направлена для исследования местности. Вчера в комиссию Тенрё поступило сообщение о том, что группа была найдена неподалеку без сознания. Кроме того, группа, похоже, попала в ловушку бесконечного кошмара и не может проснуться. Нет, пожалуйста! Не подходите! Мы обнаружили прерывистые следы силы юкаев. Там, где была найдена группа. Мы пошли по следам и оказались здесь, недалеко от места проведения фестиваля. Что? Может быть, отменить фестиваль? К сожалению, все не так просто. До вас ведь дошли слухи о двойниках. Мы подозреваем, что преступник обладает способностью менять форму, что позволит ему распространять дезинформацию по своему усмотрению. Возможно, он уже проник на фестиваль.
Если мы отменим фестиваль, то дадим ему шанс скрыться под шумок. Любое действие, пусть даже незначительное, может насторожить его. Закрыв фестиваль, мы можем спровоцировать его на нападение, что создаст угрозу для посетителей. Ты права, это большой риск. Цель фестиваля — объединить людей и юкаев. Мы не можем позволить преступнику подвергать их опасности. Так, что если он снова нападет? Вполне обоснованное опасение. Вчера вечером мы отправили группу солдат на фестиваль. Они останутся под прикрытием и будут следить за происходящим. Мы также перекрыли несколько ближайших дорог под предлогом строительства, чтобы максимально оградить мирных жителей. И даже всемогущий Сёгун взяла на себя обязанности патрулировать территорию всю ночь. К счастью, никто больше не пострадал. Спасибо. Значит, гром, который мы слышали, это была ты? Прошу прощения за допущенные ошибки, госпожа Сёгун. Вам не следовало вмешиваться. Это было мое решение. Прошлой ночью мне не удалось поймать преступника, и я отправилась обсудить план с Мика. Я не стала показываться, как только убедилась, что вы в безопасности. Прошу прощения, прошу меня простить. Кстати, Мика, а где она? Она исследует следы силы юкаев, обнаруженные на месте преступления. Он то появляется, то исчезает, но никогда не удаляется от горы Йогу. А значит, если преступник проник на фестиваль, он должен быть где-то поблизости. Прошлой ночью на территории фестиваля находились только сотрудники и конкурсанты, оставшиеся в святилище. Мика работает с братом и сестрой Камисата над проверкой личности сотрудников. Скоро они должны закончить. Что касается участников, это расследование должен провести кто-то другой. Поэтому тебе нужна моя помощь. Комиссия Тенрё слишком бросается в глаза, но как член жюри ты можешь задавать вопросы, не вызывая подозрений. Итак, тебе нужно, чтобы мы поговорили с командой и выяснили, нет ли среди них самозванца. Именно. Путешественница, я понимаю, что они твои друзья, и это ставит тебя в затруднительное положение. Но если Юкай заменил кого-то из них, они могут оказаться в серьезной опасности. Понимаю, я сделаю все, что в моих силах. Спасибо. Я искренне надеюсь, что ситуация не так критична, как кажется. Что вы собираетесь делать дальше? Продолжите тайное расследование? Так мы многого не узнаем. Нужно найти способ проникнуть на место происшествия. Будет лучше, если мы окажемся там, если что-то пойдет не так. Боюсь, Сёгун слишком... Ой, секунду, можно я попью? Так, я здесь. Боюсь, Сёгун слишком почитаемая фигура. Если она появится на фестивале, это, несомненно, вызовет переполох. Не волнуйтесь, мы с Мика обсудили этот вопрос. Она утверждает, что у нее есть план. Подготовка идет полным ходом. Очередной гениальный план, Мика. Пожалуй, точнее было бы сказать интрига. В самом деле, если узнаешь подробности этого плана, я бы хотела знать, во что ввязываюсь. Будто созерцая иллюзии. Так, всем привет. Всем здрасте, кого не видел. Так, а ты меня помнишь, Влад? Как будто бы я тебя помню. А сегодня один стрим? Да, конечно, один. У нас было всего один раз, когда... Итак, с чего начнем? Нужно задать вопросы, чтобы выяснить, есть ли среди них самозванец. Но при этом нельзя вызывать подозрений. О, похоже, команда Сайо уже здесь. Что ж, думаю, нужно импровизировать. Так, что это? Камен. Бабуля. Я упустил... что? Я спустился? Ты ж мать. Я спустился сюда только потому, что мне сказали, что люди Юкай устраивают совместный фестиваль, но гостей меньше, чем я ожидал. Ох, ты же мать. В смысле ожидал? Или ты Юкай? Все нормально. Последний... Так, самое присутствие, север... Так, понятно, все. Я твой фанат. Здравствуй, Вог. Или Бог.
что такое? А где? Хитоми, давно не виделись, покоритель испытаний смелости, или мне следует называть вас путешественницей Пайман. А, это же ты, жрица из испытаний мужества, та самая, которая любит говорить всякие странные вещи, что привела тебя в киоск издательского дома Яи. О, книгу, я вижу книгу. Хе-хе. На землю спустилась тьма, и не только те, кого призвала наша Гуджи, могут разыскать... Рыскать на волнах самой черной ночи и найти там нить света. Мне нужен перевод. Леди Гуджи сказала, что для охраны этого места нужна храбрая и относительно незанятая служительница святилища, и я вызвалась. Полагаю, храбрости тебе не занимать. Ты ведь ты прошла испытание смелости вместе с нами. И что еще более важно, с тех пор у меня действительно очень мало дел. Понял. Так, ты, наверное, на ком... что? На ком фоне Майна или Геншина Артик будет? Я не знаю. Это творческий полет должен быть. Я тут ни при чем, я не виноват. А много здесь спрятанных книг? И смогу ли я их собрать потом, когда фестиваль закончится? Это очень важный вопрос. И тапчика слишком душный. Ой, там, да, вот эти душные люди сидят. Дариша говорит ли неправда? Та сама Афродита говорит, ну тогда Майна. Окей. Эндрюс говорит, первые этапы на атлантских персов 22 этаж максимум прошел. Так, книга. Я говорю, там минимум с 4 дашники нужно, чтобы максимальный этаж пройти. Я соберу, наверное, все, что вижу. Говорит, ветер перемен занес меня в этот уютный чат. Здравствуйте. Привет, стример и путешественник Китива. Как вжился в роль. Здравствуйте. Дариша говорит, сяп, мы же душнили. Наталья Филове говорит, 2 книги, сразу собирай. Я взял. Ну, 2 же я взял. Ладно. Давайте поговорим с Саю. Я так устала. Вообще не выспалась. Откуда у вас столько энергии? Разве вы не легли спать позже меня? Ха-ха, слабачка! Китибоши, с друзьями так не разговаривают. Саю, наверное, устала, потому что вчера придумывала много нового. Хочешь отдохнуть, Саю? А я пока придумаю над концовкой. Мы целую вечность не делали ничего интересного вместе. Тебе нужно набраться сил. Все в порядке. Я справлюсь. Сай и Йоймия выглядят как всегда. Кичибоши тоже. Как бы нам их проверить? Давай спросим их о прошлом. О, отличная идея. Двойники копируют только внешность и не могут знать о прошлом. Давай попробуем. Белый помпон, желтая шерстка. Здрасте. Ух ты, ребята, вы сегодня рано. Ну да, путешественницы судят мероприятия, так что мы не можем халтурить, верно? И все же, вам ведь не нужно самим делать игры. К чему такая спешка? Да, если ответственные лица приходят раньше, это обычно означает, что произошло какое-то чрезвычайное происшествие. Нет, просто путешественница очень хотела вас увидеть. Серьезно, Пайман? Зачем? Это же ваша игра. Когда мы играли в нее вчера, на нас нахлынула целая волна воспоминаний. Поэтому мы хотели прийти пораньше, чтобы вспомнить старые добрые времена. Понимаешь, потом вы наверняка будете заняты и все такое. Что это за оправдание? Они и сейчас заняты. Белый помпон ведет очень странно себя. Пора сменить тему. Я вспомнила об Аранарах. Я только вспомнила о создании Шимацубан. Я вспомнила о подготовке к паломничеству. Шимацубан. Почему ты вдруг заговорила об этом? Так, все эти превращения Богдануки. Что ж, это была моя ошибка. Я пыталась превратиться в бочку, но мой хвост торчал наружу, и ты сразу же нашла меня. Но в этот раз не нужно ни во что превращаться, так что все должно быть в порядке, я думаю.
Ха-ха, слабачка! Чебоши, что я тебе говорила? В любом случае, вчера ты, кажется, неплохо справилась с превращением. Саю, что за история с этим... Что за история за этим стоит? Все началось с некоего тайного задания. Это не считается. Я только потом поняла, что меня обманули. Я проделала огромную работу и даже не вздремнула. Не стоило браться за это задание. И все же мы неплохо провели время, верно? Судя по тому, что произошло, я думаю, можно сказать, что да. Я никогда не видела такого выражения лица у Саю. Что тогда произошло? Муджина вся красная. Нет, не красная. Я не Муджина. После этого вы заново переживаете множество воспоминаний. О, как быстро пролетело время. Сегодня нам нужно разработать очень много уровней. Тогда мы больше не будем вас отвлекать. Удачи! Косыч опять буянит. Как с ним жить? Кайнджус, сколько лет, сколько зим. Здравствуйте, Кайнджус. Шикарный ютубер, классный стример. Просто мужчина-бомба. Очень классные ролики. Я на него, кстати, подсел, когда смотрел ролики по Half-Life. Очень угарные. Я даже пересмотрел, наверное, раза 3 за все время, сколько вот я на него подписан. Бедный Кысыч. Да какой бедный, он тут все рушит. Амурка счет всего чатика. Так. Пока белый помпон, пока желтая шерстка, приходите еще и поиграйте. По халве надо играть обязательно. Кайнджус, вон ты видишь его ник на ютубчике. У него канал у него, не знаю, 30 тысяч подписчиков тоже. Ух ты, у нас было столько приключений. И он делает классные ролики, угарные просто. Даже на самом деле, я не понимаю, почему у него, на мой вкус, у него должны быть уже 1 миллион подписчиков. О, он здесь. Здравствуйте, Кайнджус! Надо будет глянуть, надо, обязательно гляньте. У него классный юмор. Даже не задумываешься об этом, пока не начинаешь вспоминать прошлое. Ты еще помнишь главную цель нашего путешественница? Напомни-ка, Пайман! Все с тобой понятно. В общем, Пайман не заметил ничего подозрительного в их команде. Если подумать, это мы вели себя странно. В итоге нас потом посадят. Навязывали разговоры и все такое. И кто в этом виноват? Ладно, возможно, это была не лучшая стратегия. Пожалуй, более безопасной с точки зрения жюри будет. Давай расспросим их о творческом подходе к созданию игры. Тем самым удостоверимся в их подлинности. Пайман видела, что команда Тома только что пришла. Значит, мы можем проверить их. Давай. Она Кысыч. Кысыч Крутыч. Не, он руина. Кысыч злостный крушитель. Вот это правильно. Привет, Тома! Мы надеялись узнать у тебя немного о философии вашей игры. Сейчас подходящее время? Ого, жюри работает с самого утра. С самого утра? Утра? О, босс, можете объяснить? Босс и Сёщей вчера допоздна придумывали идеи. И сегодня утром он снова в деле, такой же энергичный, как всегда. Босс лучший! О, я не заслуживаю такой похвалы. Но когда дело доходит до разговоров, я думаю, никто лучше меня не ответит на ваши вопросы. Хе-хе. Время для интервью. Совью? Спрашивайте, жюри. Что, по-твоему, является самым интересным аспектом твоей игры? Ты разрабатывал эту игру, ориентируясь на кого-то конкретного? С точки зрения дизайна, мы хотели, чтобы это была игра для всех. Не так быстро! Все это не ответ. Нужно конкретизировать целевую аудиторию. Пайман бомба. Ты абсолютно права. В таком случае позвольте мне скорректировать свой ответ. Наша целевая аудитория — это дети в возрасте от 0 до 18 лет. Логично. Детям нужно время от времени заниматься спортом.
Вторым будет активные взрослые от 18 до 40 лет. Верно, у взрослых больше выносливости, поэтому они могут получить больше удовлетворения от игры. Следующим будут более зрелые люди в возрасте от 40 до 60 лет, особенно те, кто нуждается в физических упражнениях. В итоге он все равно всех собрал. Зрелые люди. Физические упражнения важны для поддержания здоровья. Но что-то здесь не так. Наконец, у нас есть пожилые, которые... Кстати, опять эта бабка, которая дед на самом деле. Пожилые люди, которые по-прежнему полны энергией. Это возрастная категория от 60 до 1000 лет. Хорошо. Подожди, но это и есть все! Но нельзя забывать о юкаях, верно? В конце концов, эта игра предназначена как для людей, так и для юкаев. Но не для Яроя. Потому что он заперт в статуе, я полагаю. Кроме того, ты, казалось, выразила согласие с каждой группой, Пайман. Или ты намереваешься изменить свою точку зрения? Следующий вопрос. Вы продолжаете задавать вопросы, а Тома безупречно отвечает на них. Вот и все. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы, уважаемые члены жюри. Ух ты, без единой запинки. Впечатляет. Я уверен, что собеседование — это лишь одна часть процесса оценки. Посмотрим, что вы скажете, когда сами сыграете в игру. К слову, мне пора вернуться к работе над этим уровнем. Хочешь попробовать, когда закончим? С удовольствием. Тогда не будем терять времени. Начнем? Да, босс Тома. Так. Итак, все ответы Тома были вполне искренними. Пайман не заметила в них ничего не похожего на Тому. К тому же он был с шеем до поздней ночи. Возможно, если вспомнить, когда мы видели кошмарного монстра, то время не совпадает. Коджо и его друзья тоже все время были вместе. Они бы заметили, если кто-то вел бы себя странно. Итак, мы вернулись к исходной точке. Ох, остается только команда Кокоми, верно? Полагаю, нужно проверить их. Так, у вас красивый голос, спасибо большое. Вот Саю это Пимка, а Пайман это я. Так. Что происходит? Привет, Энра, привет, всем привет. О, а ты что один? Белый помпон и желтая шортка пришли рано. Ты здесь один? А где Кокоми и остальные? Я не знаю, как насчет великого юкая, но леди Камбала позади вас. Леди Камбала? Ты имеешь в виду глубоководную Камбалу. Ладно, погоди. Ты сказала, она позади нас? У вас ко мне вопросы, я полагаю? Кокоми! В следующий раз предупреждай! Похоже, ты уже знаешь, зачем мы здесь. Да, я слышала об инциденте с двойником, когда увидела вас на площадке. А на площадке, то сразу догадалась. Но что касается того, что вы хотите узнать... Энергия. Энергия? О, цифры, которые ты записываешь в дневник. Элегия? Дождевик? Да, именно так. Извините. Давайте пока остановимся на этом. Полагаю, у вас больше нет вопросов. Да, спасибо. Что касается Гёбу Кабана, он был в святилище всю ночь. Не думаю, что он преступник. Гёбу Кабан преступник? Нет, конечно нет, ты вне подозрений. Фух, вне подозрений. Это хорошо. Очень хорошо. Хорошо. А где Мидзуки? Куда она пропала? Она ушла, получив сообщение посреди ночи. Если вспомнить, возможно, это связано с вашим расследованием. Когда она уходила, я услышала, как она бормотала себе под нос. Приказывает мне ходить туда-сюда посреди ночи. Кем она себя возомнила? Мика. Вероятно, ей нужен был эксперт по кошмарам, чтобы помочь разработать стратегию. Что ж, думаю, это также подтверждает, что Мидзуки вне подозрений.
Что тут? Что-то мне подсказывает, что кое-кто скучает по мне. А, Мика и Мидзуки! Привет, путешественница Паймон. Ты закончил свою работу? Да. Все остальное я поручила молодому человеку из клана Камисата. Пока, по крайней мере, ничего подозрительного не замечено. Значит, преступнику не удалось пробраться внутрь. Это радует. Ты так запросто ослабила бдительность. И все, что мне понадобится, это надеть на себя ее лицо. Это ты преступник? Если продолжишь так шутить, потребую увеличить вознаграждение до 30%. О, маленькая жадина. Я думала, мы договорились на 20. А ты не единственная в Инадзуме, кто может так шутить. О, подшучивать над тобой становится все сложнее и сложнее. Может, хватит уже со своими шуточками? Должно... Даже мое терпение на исходе. 500 лет, а ты до сих пор не привыкла? Серьезно? Похоже, тебе нужно больше практики. Хотя бы на день избавь меня от этого. Я не могу сейчас выносить умственные страдания. Я на пределе. Итак, что ты делала прошлой ночью? Расследовала кошмары чиновников Сёгуната. Анализировала следы силы юкаев вокруг горы Йогу. И, конечно же, работала над новыми уровнями игры. И все это за одну ночь? Я не хотела, чтобы кто-то испортил фестиваль цветов Микавы, но я также хотела сделать все возможное и для своего участия в фестивале. Кроме того, я побеседовала со многими пациентами, которые работали на нескольких работах, чтобы свести концы с концами. Какими пациентами? Какими пациентами? А, на врач. Чтобы свести концы с концами, по сравнению с этим жаловаться на одну ночь тяжелой работы немного неуместно. Но все же, думаю, тебе стоит отдохнуть, Мидзуки. Мы с Гёбу Кабаном пока займемся разработкой игры. Я многому научилась вчера. Уверена, что смогу справиться с несколькими элементами дизайна, пока ты будешь отдыхать. Мы не можем допустить, чтобы наш ведущий разработчик вышел из строя. Я не уверена, что смогу воплотить наше видение в жизнь в одиночку. Ты очень убедительная, Кокоми. Похоже, у тебя есть талант к клинической психологии. Я доверяю вам. Сладких снов! Так. Она же психолог, так я же не знаю. Что было написано? Блин, я все пропустил, я посмотрел на чат. Мизуи переживает за фестиваль. Она слишком требовательна к себе. Возможно, ей вспомнятся прошлые фестивали, когда я еще была совсем маленькой, а Мизуки молодой и бака. Мы мчались мимо других юкаев, отчаянно пытаясь заполучить первый кусок жареного тофу из ларька с раменом. Похоже, она ничего не забыла спустя 500 лет. Похоже, ты тоже не забыла. Знаешь, надо уметь держать язык за зубами, малышка. Хватит о прошлом. Нужно сосредоточиться на текущем деле. Но мы не заметили ничего подозрительного, верно? Это значит, что преступник не пробрался сюда. Это одна из версий. Другая заключается в том, что перевоплощение преступника еще более убедительно, чем мы себе представляли. В таком случае нам нужен более опытный детектив. Или нам нужно найти способ спровоцировать его и вынудить раскрыть себя. Но это очень опасно. Если преступник тщательно маскируется, легкая провокация не может его разоблачить. Нам нужно вызвать обоснованные сомнения, чтобы преступник решил, что его раскрыли. Пока он будет колебаться не предпринять ли ему последнюю попытку, у нас появится шанс. А как же ты собираешься его спровоцировать? О, я тебе не сказала. Позволь продемонстрировать.
Дамы и господа, от имени Огр-комитета фестиваля цветов Микавы я имею честь объявить. Уважаемый гость из Теншукаку согласился принять участие в фестивале в этом году. Приветствуйте ее превосходителя на руками Огёшо, электроархонт. Не понял. Ты чё, мать? Огр-комитет. Подожди, там было по-другому? Орг-комитет, простите. Огр-комитет звучит лучше, на самом деле. Лосось, спасибо за подарочек. Так, это же Сёгун! Всемогущий Сёгун! Собственной персоной? Так. Значит, вот какой у тебя план, Мика. Ну как, неплохо, да? Ух ты, вот это появление! Паймон не верится, что она согласилась. Присутствие всемогущего Сёгуна обязательно вызовет переполох. Вместо того, чтобы спрятаться, стараться держаться в тени, ей лучше выйти в свет. А значит, детектив сможет проскользнуть в зал вместе со свитой, не привлекая к себе внимания. В присутствии Сёгуна даже самые хитрые преступники не могут ослабить бдительность. Каждый шаг должен быть безупречным. Чем больше вы концентрируетесь на том, чтобы сделать все правильно, тем больше вероятность того, что все пойдет не так. На самом деле, да. Мика хочет, чтобы мы этим воспользовались. И в качестве приманки она использует всемогущего Сёгуна. Леди Гуджи, как всегда, действует дерзко. Почему ты не предупредила нас раньше? Мы потратили столько времени, задавая бессмысленные вопросы. Твои сведения оказались очень полезными. Мы не знаем, как будут развиваться события, но у меня есть предчувствие, что эта правда скоро откроется. Что правда? А пока оставайся с Сёгуном, путешественница. Нам нужно, чтобы все сосредоточились на ней. Хорошо. Под моим командованием комиссия Тенрё будет находиться в состоянии повышенной готовности. Если что-то пойдет не так, немедленно сообщи мне. Окей, ладно. Понял, принял, обработал. Внял, вник. Почувствовал, прочувствовал. Поржали. После этого мы смотрели каждый прилавок, как и вчера. Привет и спасибо. Такие забавные. Присутствие Эй, естественно, вызывало переполох, но праздничная атмосфера вскоре восстановилась. Возможно, настанет день, когда Эй сможет примкнуть к... Что? Я же сам убрал. Когда Эй сможет покинуть Теншукаку, и это не будет чем-то из ряда вон выходящим. Ей! Фух, еще один тяжелый рабочий день. Как быстро летит время. Да? Я нечаянно. Когда это Эй успела нас опередить? Поспешим! Всемогущий Сёгун! Да, прославится твое вечное правление, то есть добро пожаловать! Этот киоск кажется знакомым, но, похоже, владелец сменился. Вы, должно быть, говорите о Томоке, но он сегодня неважно себя чувствует, вот и я подменяю его. Понятно. Ты кого-то мне напоминаешь. Дашина из штаб-квартиры комиссии Тенрё. На что ты смотришь, Эй? Я хочу что-нибудь съесть, но продавец... Продавец бросает на меня умоляющим взглядом. Судя по кулинарным способностям, похоже, это его первый рабочий день. Эй, он работает. Работает? Понятно. Я ценю твою преданность. О чем вы говорите? Для меня большая честь принимать столь уважаемых гостей. Не нужно формальностей. Я возьму 3 порции молока с данго. Прямо сейчас. 3 порции? Значит, Паймон тоже получит одну?
Да, я хотела поблагодарить вас за то, что вы сопровождаете меня. Если бы не вы, думаю, люди были бы на взводе. У меня есть свои причины быть здесь, но мне не хотелось портить праздничную атмосферу. Этот фестиваль для всех, в том числе и для тебя. И правда, фестиваль цветов Микавы. Прошли сотни лет с тех пор, как я в последний раз была на этом празднике. Сейчас многое изменилось. Люди, место, игры. Но название осталось, а вместе с ним и радость праздника. Полагаю, это одна из форм вечности. Путешественница Пайман и всемогущий Сёгун? О, Мидзуки, ты выглядишь так, как будто получила столь необходимый отдых. Юмей Мидзуки, спасибо за помощь. Всегда готова помочь, это мой долг. Хотелось бы развеять кошмары, но я не знаю, что делать в этой ситуации. Тем не менее, облегчить боль от кошмаров — немалый подвиг. Ты чтишь наследие Юмей Куйбаку. Даже Мизуки не может справиться. Что за кошмарный монстр? Он что знает. Давайте оставим сложные вопросы на потом. Вообще-то, я пришла спросить вас кое о чем. Хотите пройти со мной в бане Аиса? Большинство конкурсантов тоже будут там. И, не беспокойтесь об оплате. Для меня удовольствие пригласить вас. Да, пойдемте! Хочешь, чтобы мы пошли прямо сейчас? Разработка игр — дело непростое. Большинство конкурсантов вымотались и не прочь отдохнуть. Да и на вас самих ложится небольшая нагрузка, расследование и прочее. Поэтому я подумала, что вы не откажетесь присоединиться. Конечно, присоединимся, правда, путешественница? Я останусь здесь. У меня редко бывает возможность отлучиться из Тенчукаку. Я хотела бы осмотреть киоски. Очень жаль. Тогда я тоже останусь. Чуть не забыла. Мика хотела поговорить с тобой, путешественница. Сначала я отведу тебя к ней. Тогда почему бы нам всем не пойти? Всемогущий Сёгун, молоко с данго готово. Вкуснятина! Одной путешественницы будет достаточно. Это касается судейства, поэтому вам с Пайман не обязательно присутствует, Сёгун. Я скоро вернусь. Серьезно, мы Пайман наставили? Такое бывает. Всем привет. Отлично. Теперь мы можем спокойно поговорить. Мика не хотела со мной встретиться, не так ли? Тебе нужно было поговорить со мной наедине. Почему? Мне кажется, с Сёгуном что-то не так. Ты была с ней весь день. Заметила что-нибудь странное? Что-то случилось? Нет. Да, она давно обеспокоена. Именно. Значит, ты тоже это заметила. Сегодня с Эй что-то не так. Может, она не привыкла покидать Тенчукаку? Или дело все в реакции толпы? Нет, мы через многое прошли. Такой пустяк не потряс бы ее. Должно быть, она что-то держит в себе. Я была свидетельством множества случаев, когда пациенты по разным причинам не хотят или не могут обратиться за помощью. К сожалению, это только усугубляет проблему. Пока их эмоции не становятся настолько тягостными, что даже самые сильные гибнут под этим грузом. Я вижу некоторые предвестники в Сёгуне. Значит, даже архонты не застрахованы от эмоционального перенапряжения. Люди, юкаи и архонты обладают одинаковыми эмоциональными способностями и, соответственно, подвержены одним и тем же душевным потрясениям. Некоторые кажутся сильными, но на самом деле привыкли подавлять свои негативные эмоции, а это далеко не всегда полезно для здоровья. Я понимаю. В общем, самый быстрый путь к исцелению разума лежит через сердце. Вот тут-то ты и пригодишься, путешественница. Разве ты, как клинический психолог, не можешь помочь? Многие разговаривая со специалистом, осторожничают. Не волнуйся, я помогу тебе. Вот, по этим специальным купонам вы сможете попасть в бани Аиса после закрытия. И вот что тебе предстоит сделать. Наконец-то вы вернулись! Пайман уже выпила 2 порции молока с данго.
Простите за ожидание. Похоже, у путешественницы другие планы. Пайман, значит, мы одни отправимся в баню. А? Ты не идешь? Я все объясню позже, веселитесь. Хорошо, Пайман принесет тебе яйцо пашот. Не съешь по дороге, алло. Да-да-да, это Майнкрафт. Все правильно. Не нужно отказываться из-за меня. Если ты уйдешь сейчас, то еще догонишь их. Думаю, это ты решил отказаться ради нас. Почему ты так говоришь? Ты хочешь, чтобы все расслабились, ты не хочешь, чтобы присутствующие были на взводе из-за тебя. Мое присутствие заставляет их нервничать или мешает расслабиться. Разве это не противоречит цели поездки к горячим источникам? И я уже и так помешала, придя на фестиваль. Последнее, что всем нужно, чтобы я не дала им расслабиться. Но разве ты не утомилась? Как тебе известно, это тело не такое уж и хрупкое. Оно может проработать еще 100 лет без проблем. Ты не отрицаешь этого. Смертные слабы телом и разумом. Если придется делать выбор, то я возьму себя на это бремя. Если бы не беспокойство о том, что кому-то мешаешь, согласилась бы ты, тогда пойти на горячие источники. Какая разница? Мир не так легко построить под свою волю. И расцениваю это когда. Погнали. У меня есть пара специальных купонов. Мы можем попасть в баню после закрытия. Оу май. Только ты и я. Я буду... Райден станет моими ножными. Одобряю. Какие ловкие вербальные трюки. Путешественница, похоже, ты слишком много времени проводишь с Мика. Думаешь, тебе сойдет с рук манипулирование Сёгуном? Я бы не была так уверена. Давай пошли. Ох, какая ты настырная. Хорошо, мы отправимся в полночь, как ты и предлагаешь. Ивент, да. Это ивент. Так, подождите, что такое? Где? Вот здесь? Вот. Купон от Мидзуки на посещение бань Аиса после закрытия. Никто вас не потревожит, и вы никому не помешаете. О, да. Тенраза девочку играет. Блин, ё-моё, у меня нету... Так, дед, доставай. У деда все есть, смотрите. Ох, Сёгун, ох, тебя ждет хорошая банька. Такие источники, такие горячие, ты не представляешь. Так. Ну что? Куда мы идем? Дождитесь ночи 21-24. 24 нет такого. О. Подожди. Ну нам чуть надо. Вот так. Чук-чук-чук-чук. Вот и все. Или нужно прям следующий день опять? Нет. Пригласите Эй в бане Аиса. Ну что, пойдем? Вперед. Да, не стоит медлить. Давай. Пойдем. Тенра, срочно. Что такое? Что ты кричишь? Можно? Может, тут приюшка будет? Не спам, тебя забанят. Мы сейчас... Ой. Моя фантазия сработала быстрее, чем закончилась картинка. От пара с ароматой орхидеи ваше лицо становится милее. Значит, это и есть горячие источники. Ты здесь впервые? Да, в окрестностях Тенчукаку есть горячие источники сёгуната, но их строительство началось только после того, как Хайраги Хироши представила Надзуми доменную печь из снежной, а это было 500 лет назад. Когда проект был завершен, я уже находилась в царстве Эфтюмии, а тело Сёгуна, естественно, не нуждалось в подобных роскошествах. Хайраги Хироши.
Члены комиссии Тенрё когда-то были друзьями Макото и Кицуны Сайгу, хотя они были простыми смертными, но те, кому удалось выжить в те времена, были особенными людьми. Что же произошло, имеет ли это отношение к тому, что происходит сейчас? Почему ты спрашиваешь? Судьба выражения твоего лица? Теперь я понимаю, почему мои чиновники утверждают, что горячие источники способствуют беседе. Я даже не нахожу, что рассказываю больше, чем предполагала. Верно. После страшной катастрофы, случившейся 500 лет назад, Иназуму охватил кошмар. На поле боя, погруженным во тьму, наши солдаты сражались с темными силами, существами, способными овладеть людьми и заманивать их в ловушку кошмаров. Даже Юмей Кубаку не могли ничего сделать, чтобы разбудить их. Как бы ужасно это ни звучало, но, похоже, это не настолько плохо, чтобы так сильно расстроить тебя. Возможно, нет. Битва была ожесточенной. Те, кто встал на защиту этой земли, знали, что шансы выжить невелики. Перед лицом верной смерти, казалось бы, не стоит бояться кошмара. Но я скажу тебе вот что. Если человек, попавший в кошмар, был достаточно силен, чтобы сохранить есть способность, то кошмар во сне превращался в кошмар наяву. Человек теряет способность отличать сон от реальности, воспринимая все происходящее в реальном мире как продолжение войны. А все ценное в жизни как врага, который подлежит уничтожению, это гораздо более мучительный кошмар как для самого человека, так и для его окружения. Если бы я вчера не вырвалась из кошмаров, со мной бы случилось то же самое. Тогда должно быть Эй сильно обеспокоена, потому что случилось ли это с кем-то тогда? Да. А дальше? Что случилось? Я использовала Муса на Хитотачи и поразила ее. Прости. Не извиняйся. Я ни о чем не жалею. Я знаю, что это было правильное решение как ради Инадзумы, так и ради ее самой. Если понадобится, я сделаю это снова. Эй. Ну что ж, самое время показаться, не находите? Самое время показаться, не находите? Вы довольно долго слушали. О, я знаю этот голос. Так это вы? Сразу хочу сказать, что это не моя идея. Раз все карты раскрыты, как насчет чаепития на горящих источниках? Эй! Приятное тепло. Неудивительно, что горячие источники ослабили твою обычную сдержанность, эй. Итак, кому пришла в голову эта идея? Я хочу знать правду. Наверное, нам обеим. Но я совершенно случайно обратилась к одному клиническому психологу, чтобы узнать, как помочь старому другу открыться. По мнению эксперта, если делать что-то новое с верным товарищем в новой обстановке, то это может ослабить бдительность. Похоже, сработало. Я понимаю твои молитвы, но почему ты не сделала это сама? Одно дело верить, что у Мика добрые намерения, но разве можно позволить себе ослабить бдительность, когда она рядом? Разумно. Ваше беспокойство не обосновано. Я держала все в тайне, потому что не была уверена, связан ли этот инцидент с прошлым, и не хотела вмешиваться в расследование. Если бы расследование зашло в тупик или новые улики указали бы на кошмары из прошлого, естественно, я бы обсудила такие сведения с вами. Информация. Похоже, ты так и не поняла, почему я хотела, чтобы ты открылась. Помогите, на помощь! Что за крик? Он доносится снаружи. Пойдем проверим. Так. Что происходит? Па-па-па. Драма, скажите, как всегда. Так, ты о чем? О нет, кто-то потерял сознание.
Кто сделал этот кошмар? Подождите, кажется, что-то не так. Отойдите, позвольте мне осмотреть ее. Она очнулась? А, что случилось? Всемогущий Сёгун? Что случилось? Что тебя так напугало? Сёгун, я... Все в порядке. Сёгун здесь, а значит, что ничего не сможет причинить тебе вреда. Сделай глубокий вдох и расскажи нам, что произошло. Ух, я опять чуть в обморок не упала. Так вот что случилось, ты упала в обморок? Да, я направлялась в ресторан. А что призрачная беседка? Призрачная беседка, и когда проходила через мост, увидела, как кто-то смотрит на меня из-за дерева. В темноте будто было разобрать... Трудно было разобрать, кто это, но это было похоже на предчувствие. У меня было похоже предчувствие, потому что я пыталась рассмотреть его ближе при свете луны. Так это она. Ее же наряд. И это была я. Тогда я подумала о том, что люди, которые видят своего двойника, обычно погибают, и потеряла сознание от шока. Потом я ничего не помню. Двойник в городе Инадзуми. Но мы обнаружили следы кошмара только в районе горы Йогу. Я слышала, что люди, встречающие двойников на горе Йогу, может, виноват какой-то ужасный юкай? Не волнуйтесь, здесь собрались самые сильные юкаи Надзумы. Теперь, когда мы разобрались в ситуации, позволь проводить тебя в комиссию, чтобы написать заявление. Хорошо. Ситуация становится все хуже. Если двойник ограничивается фестивалем, это одно, но появление на улице в городе Инадзуми... Простите, это у меня. Если что, это у меня. Так, выйти. Вот. С другой стороны, на этот раз жертва вполне здорова. Плохие новости, Сёгун! Чинова комиссии Тенрё, что случилось? Еще одна жертва на фестивале! Капа попал в ловушку как кошмара! Что? Но Сара и остальные были на страже. Скорее, обратно на гору Йогу. Этот, чувак! Подождите, а можно забрать секунду? Ой, блин. Ладно. Капа! Пропустите, позвольте взглянуть. Мизуки, путешественница, наконец-то вы вернулись. Сёгун, госпожа Сёгун, это моя вина. Комиссия Тенрё не смогла защитить тех, кто находился под нашим присмотром. Сейчас не время корить себя. Кто-нибудь видел нападение? Нет, мы подвели вас. Никаких следов врага. Мы разделились всего на секунду. И в следующее мгновение он уже лежал на земле. Это должно быть какой-то ужасный юкай. Кроме перевоплощения Баки Даноки, на месте происшествия не было никаких следов силы юкаев. Похоже, методы преступника становятся все изощреннее. Двойник в городе Инадзуми тоже появился без предупреждения. Подожди, двойник был в городе Инадзуми? Да, похоже на то. Двойники, кошмары, город Инадзума, гора Йогу. Как он, Мидзуки? Странно, я не могу почувствовать его кошмар, как будто его вообще нет. Этот юкай, должно быть, он становится сильнее. Капа, пожалуйста, не умирай. Это моя вина. Я должна была предвидеть, что преступник может прибегнуть к более изощренным методам. Нет, это я недооценила врага. Я думала, что мы можем продолжать фестиваль, не подвергая опасности людей. Сара, как дела у остальных участников и персонала? Все в порядке. Я попросила комиссию Яшера перевести их в безопасное место на всякий случай. Хорошо. Указом Сёгуна объявляю фестиваль цветов Микавы. Подожди. Что такое, Мика? Ты слишком торопишься, эй. Я понимаю твою заботу о народе, но я настоятельно прошу тебя все хорошенько обдумать, иначе мы рискуем сыграть на руку врагу. Учитывая твое столкновение с кошмаром, ты, несомненно, должна проявлять осторожность. Но ты действительно веришь, что с чем мы сейчас имеем дело, всего лишь кошмар?
Объясни. Считай это интуицией. Если хочешь знать правду, возможно, Дошин, Шикануин расскажет нам. Полагаю, в деле произошел прорыв. Вы мне льстите, леди Гуджи. У меня есть несколько предположений. До сих пор мы находили следы кошмара существа только в районе горы Йогу, а теперь его двойник появился в городе Инадзуми. Первоначально мы думали, что преступник проник в город, чтобы избежать поимки. Если так, то ему незачем было рисковать, продолжая менять облик. Не стоит делать вывод, что кошмарное существо, вдобавок ко всему, теперь обладает способностью бесследно исчезать. Я думаю, есть и другая версия. Что это за выбор? Это тот же человек, это другой человек, это психологическое явление. Люди, которые видели двойников, ошибались, а кошмар, который видела я, был настоящим. Нет, это не просто объяснить. Кошмар и двойники — это отдельные субъекты, поэтому и методы у них разные. У них разные цели. Враг, обладающий двумя разменными способностями, который может внезапно появляться и бесследно исчезать. Это чересчур... что бессистемно, как роман издательского дома Яи, в котором пытаются соединить все и сразу. Но на самом деле это другой человек я бы выбрал. Хотя психологическое явление я бы выбрал, трактовать снова. Люди, которые видели двойников, ошибались, а кошмар, который видела я, был не настоящим. Нет, это не просто объяснить. Просто почему я думаю, тут же это эвент вот этой вот девушки-психолога. Ну, хотя чисто логично, как будто это другой человек, потому что действительно, во-первых, как будто бы в одно время случились вот эти с Капой и с вон той женщиной. А во-вторых, реально очень разное поведение. Давайте подать заключение. Верно, сущности появились одновременно в одном и том же месте. Вот почему комиссия Тенрё сначала спутала эти два явления. Но если не обращать внимания на кошмарную сущность и рассматривать инцидент с двойником в отдельности, мотив преступника становится ясен. Так, избежим поимки. Мы думали, что преступник меняет форму, чтобы избежать поимки. Но если двойник не повинен в кошмарах, он заслуживает ареста не больше, чем случайный проказник. Вызвать панику. В инциденте с двойником никто не пострадал, но молва двойников вызвала у людей панику. Наверное, это и есть цель преступника. Захватить контроль над Инадзумой и заменить всех двойниками. Сомневаюсь, что это даже в сказке можно придумать что-то настолько нереальное. Я думаю, вызвать панику, кипиш навести. Суету навести захотелось чуть. Именно так. Благодаря поверью о двойниках преступник мог посеять панику, не нападая ни на кого. Но после того, как комиссия Тенрё обеспечила безопасность места проведения фестиваля, преступник появился в городе Инадзуми, чтобы паника распространилась. Но какова конечная цель? Паника не представляется достаточным мотивом. Ты права, паника — это средство достижения цели. Но не думаю, перемещение в город Инадзуму кое-что объясняет. Какова бы ни была цель, посеять панику в одном месте было недостаточно. А раз город Инадзума — его новая цель, то тот, за кого он себя выдает на фестивале, должен отсутствовать. Если только преступник не нашел способ замести следы, следить и выдавать еще большую панику. Остановить после себя запасной вариант, оставив после себя. Да, я тоже так подумал, что это он. Угу. Потому что она не видела сна. Капа превратился в бревно! Ладно. Неудивительно, что я не почувствовала кошмар.
Понятно. Значит, двойник проник на фестиваль под видом Каппы и сейчас скрывается в городе Надзуми, так? Это еще не все. Замена одного недостаточно. Если заменить сразу нескольких, они могут прикрывать друг друга. Итак, мы не так часто виделись во время испытания смелости. Годжи и его друзья тоже все время были вместе. Они бы заметили, что если бы кто-то повел себя странно. Говорят, у этого вида трансформации есть одна слабость. Если объект испугался, маскировка начинает рассыпаться. Не так ли, Йоко и Хатацуми Коджин? Все нормально. А? Это хвост Баки Дануки. Что? Кинкаку! Гинкаку! Бежим! Тецуноске! Засранцы. Они убежали. Разве ты не должен был быть в городе Надзуми и оставить нас одних? Тануки так не поступают. Не ссорьтесь, идемте. Что происходит? Что происходит, чат? Чё? Баки Дануки? Вот же негодники, скорее за ними. Надо ломать? Ой, на меня это. Пайман довольная. Что это за стуки вообще такие? Очередные трюки Баки Дануки? Понял. Их не надо ломать. Уйди. Ничего не помогает, люди догоняют. Стойте, негодники! Даже не мечтай! Он сказал, ты что, дурочка? На самом деле. Блин. Перевоплощаемся. Глупые люди нас не узнают. Серьезно? Вы уверены, что вы мастера? Пацаны, у вас что-то не по плану пошло. Не увидите меня, не увидите, а я костер, Тацуноски, ты дурак, не говори вслух. Слышала, путешественница? Костры. Что? Покажем, кто здесь глупый? Какой ранг? 53-й. О, пацаны. Перевоплощаемся. Опять исчезли. Чем они на этот раз стали? Какими-нибудь корнями или кирпичами? Камнями или кирпичами? Пацаны. Они все время будут вон же видно. Ой-ой. У них есть отличительные черты. Вот этот. Они, пацаны, вообще не умеют ничего. Спасти нас. Кто? Цуцумоку? Есть гладиатор. Я не знаю, кто это. Мы почти избавились от них. Хватит. Я больше не подведу Сёгуна из-за вас. Тенгу. Что? Летает Тенгу обманщица. Сдавайся, и я пощажу вас. Тенгу, почему ты помогаешь людям? Тенгу Юкай. Я верна Сёгуну. Люди и Юкай одинаковы в моих глазах. Сёгун, лидер людей. Сёгун послала людей, чтобы украсть наши земли. Сёгун плохая. Глупости. Сёгун никогда бы не отдала такой приказ. Успокойся, Сара. Давай выслушаем их. Сёгун послала людей украсть наш дом. И фестиваль цветов Микавы. Сёгун заставляет Юкаев служить людям. Служить людям? Неужели он говорит о разработке игр? Сёгун даже заставила великую Юмею Бакку работать всю ночь. А ты имеешь в виду вчера? Это был мой выбор вообще-то. Откуда только берутся подобные мысли? Мне кажется, возникло недопонимание. Кичибоши и остальные ни к чему не принуждали. Не подходи! Они обкуренные какие-то. Люди снова хотят нас поработить. Подождите, что-то не так. Нужно попробовать другой подход. Не нужно, я знаю, в чем дело. Они попали в ловушку кошмара.
Что ты делаешь? Пытаешься заставить Тецуноску работать? Гинкаку не хочет не спать всю ночь. Рабство, порабощение. Для нас это может показаться смешным недоразумением, но такова их реальность. Реально обкуренные. Их мир отчаяния и страха, где враги таятся на каждом шагу, лишенные даже капельки света. Значит, они ходят во сне? Как нам их разбудить? Если бы мы знали как, мы бы сделали это еще тогда. Ну же, давай! Кинкаку никогда не сойдет с пути к Тануки. Кинкаку умрет, но не будет служить вам. Возможно, у меня есть решение. Правда? Если кошмары приходят из бездны, я могу кое-что попробовать. Что ты делаешь? Нет, не надо. Все, Расенганы, нет пацанов. Люди повсюду. Мы не можем прятаться вечно. Как долго мы прятались? 100 лет? 500 лет? Не знаю. Если бы Яорой был здесь, он бы наверняка вспомнил. Тихо! Кто-то идет! Это прекрасная земля. Урожайность зерновых культур обещает быть исключительной. Не забудь проверить, нет ли в округе следов юкаев. По приказу Сёгуна. По приказу Сёгуна. Если здесь живут юкаи, мы должны истребить их всех. А куда спешить? Лучше оставить напоследок в живых. Мы можем заставить их работать на своей земле. Эй, ты ведь знаешь о фестивале цветов Микавы? Я слышал, что 50% выручки идет в фонд развития. О, да, фестиваль для людей и... Фестиваль для людей только для людей. Юкаев уже вдоволь повеселили. Что юкаев уже вдоволь повеселились? Теперь наша очередь. Правильно. Мы должны заставить их работать. Они ведь известны своими перевоплощениями, верно? Тогда мартышки смогут танцевать для нас до самой смерти. Нет, так нельзя. Тихо, иначе нас поймают. Что такое? Что такое? Кто дышит? А, вот этот пышет. Это вот он пришел. А, что это? Ну все, ГГ. Это то, что мы вчера видели. Эй, ты в порядке? Йоко, Капа, мне нужна помощь. Подожди, мы идем. Йокаи и люди без сознания. То же самое случилось со всеми. Фестиваль цветов Микавы. Этот юкай умеет говорить. Нет, если мы не попадем на фестиваль цветов Микавы, босс Тома сильно расстроится. Босс Тома съест нас. Нет. Люди идут за нами. Мы потеряем наш дом. Что же делать? Мы проникнем на фестиваль цветов Микавы. Мы отпугнем людей. Тогда они не придут. Ну как мы попадем на фестиваль? Босс Тома лучший. А может, мы превратимся в 3 юкаев? Это воспоминание Баки Дануки? Путешественница! Эй, путешественница! Ты в порядке, путешественница? Со мной все в порядке. А где мы? А? Кошмар исчез? Ты очистила его? Это мой способ справиться с бездной. А, люди! И толпа юкаев! Фестиваль цветов Микавы! Люди собираются! Они собираются... Что они собираются делать? Похоже, они в замешательстве. Они по-прежнему настороженно относятся к людям. Возможно, это как-то связано с тем, что они долго скрывались. Скрывались? Вы рассказываете о своих воспоминаниях. О, это объясняет, почему они все время повторяли «босс Тома». Да, босс Тома. Это единственное, что они могли имитировать. Погодите-ка.
Прошу прощения. Китацумэ Коджо и остальные должны... Да что ж такое, можно я попью? Теперь наушник упал. Подожди-ка, Китацуми Коджо и остальные должны быть экспертами по Акицу Югей. На этот раз всю работу проделал Тома. Пайман не может поверить, что мы упустили что-то настолько подозрительное. Ты похожа на Хайдзо, но только ретроспективно, простите. Ты хочешь сказать, что детективное мышление Пайман на уровне Хайдзо? Более-менее. Судя по твоему описанию, путешественница, возможно, эти бакидануки скрываются уже 500 лет. Похоже, они знают и о Рое. Почему бы нам не спросить его? Тут недалеко. Защитник рощи. Прошло 500 лет с нашей последней встречи. Сара, Хейдзо, возвращайтесь на фестиваль и присматривайте за происходящим. Инцидент с двойником разрешился, но кошмар по-прежнему представляет угрозу. Я сама встречусь с Иароем. Да, Сёгун. Да, госпожа Сёгун. Отвратительный перевод. Ой, ба-ба-ба-ба. Не туда, вот туда. Пойдемте пообщаемся. Иарой, мы вернулись. Потише. Привести столько людей, да в такой час. Разве ты не знаешь, что даже статуям нужно спать? Сёгун! Я преклоняюсь перед тобой. Секундочку, я все еще статуя. Как мне преклониться? Все в порядке, Иарой. Тайный защитник рощи. Я никогда не видел Иароя таким испуганным. Это потому, что Иарой попытался сорвать траву Наку в императорском саду и чуть не разрубил его на 2 части в стиле острова Яшиори. Я тебя слышу, вредная кицуне! Иарой, я хочу попросить тебя кое о чем. Все что угодно, Сёгун. Абсолютно все. Для меня честь отвечать тебе. Подлиза. Помедленнее. Потребовалась целая вечность, чтобы убедить их пойти со мной. Это Иарой. Люди убили тебя. Твое тело окаменело. Я не умер. Не умер? Кицуне сказала правду? Запах. Это Иарой. Иарой жив. Иарой. Люди и вправду запечатали тебя. Подождите-ка, это Гинкаку и Тецуноска. Разве вы не были запечатаны? Когда человек по имени Хамуна Харуноски пришел, чтобы навредить нам, мы бежали и спрятались. Человек искал и искал. Многие друзья не могли двигаться. Наши силы юкаев иссякали. И тогда мы решили спастись от человека, как учил наш великий Бакидануки Цукумо, выкопав яму в земле. И тогда мы обнаружили рог, наполненный силой юкаев. Вот оно что. Это была воля великой Бакидануки, Гоичиро, воплощенная в жизнь. Это восстановило нашу силу. И мы заставили человека том-том, клац-клац, бом-бом. Тут клац-клац, бом-бом, ты имеешь в виду... Мы обманули его и убежали. Значит, вы его так и не побили? С тех пор мы используем рог, чтобы прятаться. Но людей стало слишком много, прятаться становится все труднее. Рог наполненный силой юкаев. Может ли он быть источником кошмаров? Причина, по которой Бакидануки так боятся людей. Если рог содержал фрагмент кошмара, то использование силы, чтобы спрятаться, позволило кошмару распространяться на них. Это значит, что Бакидануки находились в состоянии тревоги в течение 500 лет. Я сразу говорил, что ничего хорошего из этого рога не выйдет. Использование внешней силы противоречит пути Тануки. Мы сбились с пути Тануки?
Но Рок помог нам спрятаться от людей. Люди пытались захватить нашу землю. Напротив, целью исследования было заранее определить, присутствует ли на дальней земле Юкаи. Неважно, избегаем ли мы или избегаем ли мы посягательств на территорию Юкаев или пытаемся достичь взаимовыгодного соглашения. Цель всегда стояла в мирном регулировании. Правда? Погоди, ведь именно это и сказал тогда человек, не так ли? По приказу Сёгуна, если здесь живут Юкаи, мы должны обсудить это с ними. Восстановили вспоминания. Гинкаку, Тэцуноски. Вы не... Что? Не все люди плохие. Желтая шерстка мне очень помогла. Кроме того, Баки Даноки были запечатаны только потому, что Яорой украл тот гребень. Яорой вор? Яорой получил по заслугам? Откуда было мне знать, что это что использовалось для изготовления священной сакуры? Я же вернул его, разве нет? Значит, люди плохие? Ну, если хотите знать, мы с тем человеком сражались, и это был, пожалуй, несколько неосторожен, поэтому упустил, что уступил в поединке. В общем, суть в том, что ни одна из сторон не плоха. Опять он меняет тему. Когда это... Спасибо за подарочек. Когда это выставляет его в дурном свете? Когда это выставляет его в дурном... Теперь вы знаете, ни один человек не пытался причинить вам вред. Значит, это все был кошмар? 500 лет скрывались, и все зря. Игра в прятки длилась 500 лет, и что тут плохого? К тому же вы выиграли. Правда? Мы выиграли? Мы потрясающие! Даже сильнее Роя! Эй, моя игра в прятки еще не закончилась! Ух ты, разум Баки Даноки — это нечто. Все еще... Что? Все еще веселый и беззаботный даже после всего этого. Именно эта способность отгородила их от наихудших последствий воздействия кошмара и не позволила причинить реальный вред. Но кошмар, который продолжает влиять на людей спустя столько времени, к тому же он может принадлежать. Рок, погребенный под горой Йогу. Мне кажется, я слышала легенду о нем. Одержимая тьмой, воительница Они подняла меч на всемогущего Сёгуна. Потеряв руку и рог от клинка Сёгуна, она скрылась в лесу, чтобы никто и никогда больше ее не видел. Верный лейтенант, сражавшийся против сил тьмы. Однажды она была целиком поглощена зверем, и из этого мира... Зверем из этого мира с телом тигра и хвостом змеи, а затем разорвала его изнутри. Так она получила имя Чио, укусившая тигра, или Тора Чио. Не думаю, что Чио понравилось бы это имя. Хотя она и выбралась из чрева зверя живой, эта битва навсегда осталась с ней. Ей всюду мерещились воспоминания о погибших товарищах, убитых один за другим, пока она не перестала отличать сон от реальности. Эмпичка, эти забавно. Кошмар не лишает сил того, кто достаточно силен. Он превращается в нечто более страшное. Кошмар превратил все радости ее жизни, подчиненных, семью, друзей, во врагов, которые необходимо уничтожить. Капец. Именно в таком состоянии, запертая на поле боя своего разума, она подняла меч против меня на горе Йогу. Используя Муса, но Хитатачи, я отрубила ее руку, один из ее рогов и часть самой горы. Подозреваю, что именно тогда Рок и был там погребен. Впоследствии его обнаружили 3 Баки Даноки. Значит, фрагмент рога из кошмара Чио
Кошмары питаются страхом и тревогой. Если то, что видела путешественница, правда, возможно, страх Кинкаку и остальных на протяжении последних 500 лет позволил фрагменту обрести физическую форму и стать чем-то вроде Джибакурия. Джибакурей? Дух Земли. Они перемещаются по артериям Земли и связаны с ними. Вот почему следы этого существа появлялись лишь время от времени и никогда не выходили за пределы горы Йогу. Похоже, фрагмент этого кошмара ничем не отличается от того, что был тогда. Он ненавидит все радости и все хорошее, что есть в этом мире. Следственная группа, работающая ради улучшения будущего, подвергнулись нападению. Хитацуми Коджи и его друзья по доброй воле, протянувшую руку помощи, подверглись нападению. Да, и на нас тоже напали, как раз когда мы получали удовольствие от тестирования игры. Так почему же он не поправился с тех пор? Возможно, ему нужно восстановить силы после сражения. Или, может быть, он выжидает, потому что прекрасно понимает, что не сможет победить тебя. Но рано или поздно его извращенная ненависть заставит его выйти из укрытия, и он начнет наносить удары по своим врагам. Когда Чио ставила перед собой цель, она не колебалась. Но оба случая кое-что доказывают. Фрагменты кошмара можно победить. А врага, которого можно убить, можно разделить на две части силой. Мусо и Исшин. Неужели нет другого выхода? Микоши Чио больше нет. Фрагмент кошмара, привязанный к отрубленному рогу, это все, что осталось. Живые важнее памяти о мертвых. И все же, что будет, если муж Исин снова выйдет против нее? Неужели Эй правду не возражает? Мидзуки говорила, что архонты подвержены тем же переживаниям, что и все мы. Мертвые ушли, а это не значит, что наши эмоции умерли вместе с ними. Кого вообще волнуют мертвые? Я лишь пытаюсь заботиться о живых. Что ты имеешь в виду, Мика? Я беспокоюсь о наших бедных друзьях Бак и Дануки. Такое отношение Какое это отношение имеет к нам? Фрагмент кошмара, который был связан с Бак и Дануки почти 500 лет. Уничтожьте его, и кто знает, не заберете ли его вместе с ним жизни наших бедных друзей. Фрагмент кошмара был связан с Бак и Дануки почти 500 лет. Уничтожите его, и кто знает, не заберете ли вы вместе с ним жизни наших бедных друзей. Нет. Я умоляю тебя, всемогущий Сёгун, пощади молодежь. Это была минутная... Нет, это был 50-летний просчет. Минутная слабость. Да. Мика, ты говоришь правду? Если не веришь мне, спроси Мидзуки, путешественницу. Уверена, они сталкивались с подобным во время своих многочисленных путешествий. Да, во время учебы в Лиюэ и на Тлане. Да, я определенно видела подобное раньше. Тогда, что вы предлагаете? Этот фрагмент кошмара — вечная угроза для Инадзумы. Если все остальные варианты не сработают, я приму меры. Если ненависть фрагмента к миру исходит от кошмара, то самый логичный вариант — избавиться от самого кошмара. Точно! А ты не можешь съесть кошмар, Мидзуки? Юмей Кубаку уже пробовали сделать это 500 лет назад. Даже вчера, столкнувшись с разложением кошмара, Мидзуки смогла лишь смягчить его последствия. То, что было невозможным тогда, не обязательно невозможно сейчас. Думаю, Мидзуки все правильно понимает. Если нельзя уничтожить кошмар, почему бы не использовать уловки для этого существа против него самого? Бороться с иллюзиями с помощью иллюзий. Бороться с кошмарами с помощью снов.
Неужели это возможно? なに稲妻で最も変化に長けた妖怪が Моя сестра в тебя влюблена. Привет, моя сестра в тебя влюблена. Ты ее любишь. Привет, привет. Прости, я не знаю твою сестру, прости, пожалуйста. Игорь, я тебя люблю. Кто такой Игорь? Игорь! Нет, я не Игорь. Вы очень сильно ошиблись стримером, скорее всего. Не забывайте, что есть Икуай, который специализируется на перевоплощениях и иллюзиях, и они находятся прямо перед нами. Где? Кинкаку нигде их не видит. Может, они прячутся с деревьями или в ветре? Глупцы! Кицуне явно имеет в виду Бакеданоки. Тенсуки. Кинкаку. Неужели вы такие несообразительные? Учитывая их... что? Многовековую связь с фрагментом кошмара, у них есть все шансы создать такую картину сна, что сущность не сможет отличить ее от реального мира. В те времена у кошмара практически не было слабых мест. Полагаю, у тебя есть план, который даст Бакеданоки возможность нанести удар, Мика. Ты сама сказала, что у Микоши чье больше нет. Остается лишь осколок ее кошмара, сломанный и уязвимый. К тому же Мидзуки старый друг, которого нельзя недооценивать. Она путешествовала по миру, изучая сны, и обладает гораздо большими способностями, чем эти старые ископаемые. Ничего не хочешь сказать? Просто она обычно не хвалит меня в моем присутствии, но Мика права. Если мы будем работать сообща, я уверена, что мы сможем придумать ритуал, который подчинит фрагмент кошмара. После того, как мы проведем ритуал, понадобится некоторое время, чтобы барьер начал действовать. К счастью для нас, на нашей стороне два грозных воина. Представитель на фестивале, имеющий богатый опыт борьбы с темными силами, и всемогущий Сёгун, которому нет равных в бою. Я уверена, что вы сможете выиграть нам время. Но есть одна проблема. Поскольку эта сущность может перемещаться по артериям Земли, ее передвижения непредсказуемы. Если мы собираемся создать барьер, как удостовериться, что она появилась именно там, где мы хотим. Решение очевидно. Если фрагмент кошмара поразит все источники радости и счастья, тогда совершенно очевидно, что радостное событие станет запредельным злом, врагом, который должен быть уничтожен любой ценой. Итак, если мы хотим выманить его, нам нужен источник радости, а тогда очевидной целью будет фестиваль цветов Микавы. Закончить работу раньше срока. Что может быть приятнее? Думаю, мы все можем вспомнить несколько приятных моментов, но я согласна, что фестиваль цветов Микавы — самая правдоподобная цель. Как только появится враг, я сразу же втяну его в царство Эфтюмии. Я не буду подвергать людей опасности. Путешественница, я прошу тебя присоединиться ко мне, чтобы мы могли вместе уничтожить врага. Конечно. Хорошо, я сообщу обо всем на фестивале и начну подготовку к ритуалу. Мне понадобится твоя помощь, Мизуки. Это будет напряженная ночь. О май. Похоже, мне предстоит еще одна бессонная ночь. Ну, это была твоя идея. И не забудь, тебе нужно закончить дневной сон лисички. И что удивительного... Что? Удивительно, именно ты все это время была моим кошмаром. Так. Что происходит? Куда она? Так. Путешественница, во время завтрашней битвы тебе необходимо помнить о своих возможностях. Если враг окажется слишком сильным, позволь мне самой справиться с ним. Но я знаю, я понимаю твои опасения, и как ты понимаешь мои. Не нужно лишних слов. Отдохни и приготовься к предстоящей битве. Ты тоже отдохни. И еще кое-что. Спасибо. Будто созерцая иллюзии.
Так. Ага. Ладно. Так, а почему так мало дали? Вот это долго? Финал будет долгий? Просто как будто бы не хотелось его посреди пути. Мы за полчаса успеем его пройти? Третья часть поменьше. Ну просто эту часть мы проходили 1,5 часа. А может и успеем. Ладно, давайте. Что там хотят опять от меня? 13-15. Давайте. Минут 30-40, окей. Так. Ну что? Что? Блин, я все пропустил. Ну как так? Это беда. Телепорт. Блин, я нечаянно, когда хочу нажать V, нажимаю B, и происходит беда. Пресс B, то сделать беда. Это примерно так работает. Я собирал всю ключевую информацию в брошюры. Леди Гуджи, заклинание для ритуала было раздано вместе с ним. Поразительная оперативность. А я-то... Как обстоят дела у комиссии Тенрё? Мы скорректировали наши оборонительные действия в ответ на появление фрагмента кошмара. Нам больше не нужно беспокоиться о двойниках, а значит, мы можем действовать гораздо эффективнее. О, все в сборе! Теперь, когда вы здесь, мы можем быть еще более уверены в прочности нашей обороны. Тем не менее, нельзя терять бдительность. Мы все должны внести свой вклад, чтобы дать путешественнице и Сёгуну все шансы в борьбе с врагом. Хе-хе. Радует, что все на нашей стороне. Погодите, а где Аяка? Подготовка к фестивалю завершена. У нас все под контролем. Аяка сейчас, можно сказать, помогает тем, кто в этом нуждается. Тем, кто в этом нуждается? Большинству команд разработчиков игр не хватает людей, поэтому Аяка и еще несколько человек помогают им. Я уверена, что вы обязательно пересечете с ней, когда будете прогуливаться по окрестностям. Напоминаю, что сегодня вечером тебе предстоит выслушать лучшую игру. Выбрать. На самом деле, я хочу это... Хочу немножко излить душу. Давай договариваемся. Так вот, я смотрел прошлый стрим, я его включил на фоне, пока работал, чтобы найти какие-нибудь прикольные моменты, и вот как раз там вытащил прикольный момент. И я услышал, насколько отвратительно меня слушать. Я сидел, и все время меня бесило себя слышать. Не мой голос, я к своему голосу уже привык, я смирился, а именно то, как я читаю. Это отвратительно. Эти запинки просто ужасно. Я прям бесил сам себя. Мне так неприятно и стыдно за это, и я не могу с этим ничего поделать. Поэтому я не понимаю, почему у меня есть люди, которые это смотрят. Это не призыв, чтобы что-то говорить, ничего не надо говорить. И как-то меня в этом поддерживать, но просто для меня это прям катастрофа, я не понимаю, зачем. Это отвратительно, на мой вкус. Ладно, все, я выговорился. Так, и самое главное, не забудьте получить удовольствие. Нам нужно, чтобы это мероприятие было как можно более радостным, если мы хотим, чтобы план сработал. Ах да, чуть я не забыла. Как только закончишь, наслаждайся фестивалем, непременно загляни к Эй. Будто среди молний. Новая глава. Давай. Тенра — это дело навыка. Не-не-не, я читать умею, все нормально. Типа, я про себя читаю быстро. Я книги, допустим, очень быстро читаю, все нормально. Но когда я читаю вслух, кстати, я заметил, я вчера думаю, попробую, потренируюсь, читаю книгу и читаю вслух. И все, пошло все по бороде, потому что... Не говори, мать.
читая книгу вслух, я слышу себя и перебиваю себя, потому что я уже читаю следующее слово, еще не дочитал это, и вот эта вот вся фигня. Плюс то, что у меня все буквы вот эти плывут, ну, вот, я уже объяснял, что они, буквы пропадают, они есть, но я их не вижу. Еще вот эта фигня. Вот. Когда я читаю про себя, у меня это меньше выражено, я могу намного дольше спокойнее читать. Вот. Поэтому тут не дело навыка, тут же это психология. Может, мы любим страдать. Мазохисты в чате, плюс. Командир, Рыбомеч 2, приветствую! Давно не виделись? Это точно. Поначалу отряд помогал неохотно, но когда я им сказал, что ты представитель на фестивале, они бросились на помощь быстрее, чем настоящий Рыбомеч. Честно говоря, некоторые жители острова Ватацуми не слишком беспокоятся о фестивале и безопасности острова Наруками. Но если бы они знали, что это ради командира Рыбомеч 2, я уверен, они бы мигом оказались здесь. А сомневаюсь, что заслуживают такой преданности. Не думаю, что у тебя есть выбор, путешественница. Даже слова божественной жрицы не могут убедить жителей острова Ватацуми Наруками отпустить прошлое. Нужно время, обещание... Что? Нужно время, обещание и, самое главное, помощь особенных людей. Твое участие в фестивале и мое сотрудничество с Мизуки станут мостом между островом Ватацуми и внешним миром. Я никогда не задумывалась об этом. Ты обладаешь мудростью, превосходящей твои годы, Кокоми. Наверное, с одной знакомой мне девой святилища. Что? Наравне, простите, с одной знакомой мне девой святилища. Мизуки! Ты вообще спала? Я в порядке. Иногда, чтобы раскрыть потенциал, нужно выйти за пределы своих умственных способностей. Я много раз убеждалась в этом на работе. Это значит нет. Хорошо выспись, когда все закончится. Обязательно. Хорошая новость. К ритуалу все готово. Это значит, что фестиваль может продолжаться, а мы сосредоточимся на выполнении нашего замысла. Что касается более насущных вопросов, то как только появится фрагмент кошмара, мы начнем ритуал, но потребуется время, прежде чем он начнет действовать. Ты и Сёгун единственный, кто может одолеть врага. Помнишь, что я сказала тебе вчера, перед тем, как ты отправилась в баню Аиса? Люди, юкаи и архонты обладают одинаковыми эмоциональными способностями и, соответственно, подвержены одним и тем же душевным потрясениям. Некоторые кажутся сильнее, но на самом деле... Спасибо за подписку. Но на самом деле привыкли подавлять свои негативные эмоции, а это далеко не всегда полезно для здоровья. Я помню. Да, я верю, что ты разделишь бремя Сёгуна. Да, я сделаю, конечно. Пом-пом-пом-пом-пом. Так. Надо со всеми поговорить. Ха-ха-ха! Тома, братан! Слышал, ты в беде! Команда разработчиков всемогущей Аратаки, непобедимый и непревзойденный, спешит на помощь! Банда Аратаки рулит! Не уверена, насколько полезным окажется большинство из них, но я, по крайней мере, дипломированный дизайнер игр. Мне очень жаль. Я был так сосредоточен на игре, что не заметил Кинкаку и остальных. Ты не виноват. Баки да Ануки очень сильны. Даже Сёшей не мог их учуять. Да, мы тоже их не заметили. Путешественница Пайман, не переживай по пустякам. Я уверен, что все, чего хотят Хитацуме Коджо и малыши, чтобы ты исполнил их последнее желание и закончил то, что планировал сделать. Но последнее желание создано для людей, которых, знаешь, умерли. Умерли? Как вечный сон? Последний занавес, последний парад. Гента, откуда ты это взял? Длинноногий, о, не глупый. Длиннорогий.
глупые они действительно могут помочь закончить игру. Посмотрим. Но, как я и сказал, я постараюсь сделать все возможное, чтобы закончить то, что мы начали. Кстати, а где настоящий Хитоцоми Коджо и его друзья? А Тецуноски и остальные? После того, как трое потеряли сознание, Баки Дануки спрятали их у себя дома, чтобы уберечь. Даже под воздействием фрагмента кошмара Баки Дануки оставались добрыми. Что касается Тецуноски и остальных, они отвечают за организацию ритуала. В наказание за вызванную панику он сказал, что должен показать всем, как надо работать всю ночь. Похоже, это дело рук Мика. Не только ты решишь проблему... Что? Не только ты решишь проблему, я планирую собрать всех вместе Хитоцоми Коджу, Йоко, Капу. А еще Гинкаку, Кинкаку и Тецуноски. Мы можем играть в Акацки Гаспаром до бесконечности. Так. Ага. Не то. Привет, девчонки. Тебе не кажется, что головоломка слишком сложная? Если мы сделаем небольшую правку, то будет намного легче, не так ли? Ты права. Я даже не подумала об этом. Молодец, Аяка! Я знала, что ты станешь отличным дополнением к команде. О, нет. Вы сделали всю самую тяжелую работу. Вы облегчили мне задачу. Привет. Путешественница, как давно ты здесь? Только что пришли. Похоже, у тебя талант, Аяка, прирожденный разработчик игр. Позавчера ты говорила, что хочешь создать игру. Ты запомнила, но брат обо всем позаботился, поэтому я спросила Юмию, не нужна ли ей помощь. Хорошо, что я не доставила вам слишком много хлопот. Хлопот? Что? Мы застряли на одном месте, а ты спасла нас. В тесте оно было липкое, и мы застряли. Она не это имела в виду. Неважно. Главное, что все получилось. Путешественница, леди Гуджи сказала мне о предстоящей битве. Насколько я понимаю, это крайне опасно, и мы можем лишь помогать со стороны. Мы будем молиться за тебя. Будь осторожна. Окей. Так, кто там остался? Чё? Что такое? О, я не хотел сюда, но я сюда попал. Я даже не знал. Окей. Что происходит? Камнерез. Это я нажал? Это ты. Перед битвой необходимо успокоить разум. Если у тебя есть незаконченные дела, сейчас самое время их закончить. Го драться? Нет. Тогда помедитируй со мной. Ты нервничаешь? С тех пор, как я покинула царство в Тюмени, я, кажется, все чаще и чаще испытываю это чувство, будто рынок Инадзуми или священная Сакура. Похоже, я к этому причастна, прости. Возможно, это не так уж и плохо. В царстве и в Тюме я не могла воспринимать последствия своего выбора, но это не отменяло их. Вполне естественно, что однажды я должна была ощутить их влияние. Даже божество не может... Я не понимаю, почему она понимает, что она божество. Как это работает? Почему они так легко говорят, что они по сути боги? И они относятся, я бог, я это понимаю. Я понимаю свою ответственность. Я немножко не могу проникнуться вот этой вот историей в Геншине именно в том, что архонты, они как боги. И у них, по сути же, эти же еще есть предшественники, потому что у той же Райден был до этого другой электроархонт. Как это работает, я не совсем понимаю. Мне кажется, нужно какую-то почитать документажку.
Даже божество не имеет, не может разорвать причинно-следственную связь. Я поняла, что изолировала себя от всего, что связано с жизнью. Это не способ достичь истинного состояния в тюрьме. На этот раз я не буду использовать Муса, но Хитатачи. Я могу лишь поддерживать тебя в предстоящей битве. Иллюзия против иллюзии, сон против кошмара. Окончательный успех этого плана зависит от тебя, путешественница. План был разработан в последнюю минуту. Мы точно не знаем, с чем столкнемся. И все может рухнуть в один момент. Но одно можно сказать наверняка. Она говорит. Чат, она говорит. На этот раз ты выступишь против нее не в одиночку. На самом деле прикольно то, что добавили очень редкие моменты, когда она разговаривает, и это придает больше чувств и больше особенностей, значимости события. Мы закончили? Фух, успели. Готово. Фу, так держать! Мы лучшие! Банда Аратаки рулит! Ну да. Ой. А? Что это? Беда пришла. Чат, беда пришла. Здрасте. Без паники. Следуем плану. Приготовься, путешественница. Я давно готова. Хорошо, следуй за мной. Погнали. А все. В бою в вашем распоряжении появится блок и срыв иллюзии. При использовании блока вы поднимаете оружие в защитной стойке, чтобы заблокировать атаки противника. Поставьте блок одновременно с атакой противника, чтобы выполнить идеальный блок. Ну, это то, что вчера было, я понял, окей. Попадание БВВ. Так, блок как ставить? Какой? Е. Я же идеальный блок сделал. Может набирать сразу 2 удара? Да. Бог грома, услышь мою молитву. Кто говорит? Удар. Бей, круши, ломай. Да что ж, я в тайминге вообще не могу попасть. Ну. Давай, я готов. Отразил. Ну отразил же. Вот, отразил, теперь точно отразил. Конец иллюзии. Атаки противника сильны, старайтесь их избегать. Ну, как будто бы это не трудно. О, да куда ты на пафосе, алло? Сокруши ночь, разоблачи всех врагов. Давай. Давай. Я нажал, но вообще не могу понять тайминги. Пусть иллюзии падут. Помогают пацаны нам. Пацаны, девчонки. Есть! Заблокировал. Да или да? Ну давай. Алло. Собака. Что-то я не помню, что во время его блока делать. Райден, помогай. Что надо было делать во время его блока? Разрушите иллюзию с божественной помощью. Мы, короче, бьем. Я нажал, ну что ж такое? А все. Бог грома, услышь мой призыв. Сокруши ночь, разоблачи всех и вся. Пусть иллюзии падут.
Туда. Ну же, просыпайся! Микоши-сама! Микоши-сама! Вы в порядке? А мы думали, что вас сожрал монстр. Ой, надо выключить. Матушка! Нет, только не это! Делай, что должно. Против такого кошмара даже мы бессильны. Нет. Погнала. Нет. Во что бы то ни стало, спасти их. Это Незуко? Класс. Кошмар, мне приснился бесконечный кошмар. Спите, ни о чем не волнуйтесь. Но раз этот сон непременно будет счастливым. На этот раз. Да. Наступает ночь, игры готовы, фестиваль цветов. Наверняка для многих из нас последние несколько дней стали незабываемыми по уровню стресса и усталости. Но сейчас, я надеюсь, мы сможем оставить прошлое позади и по-настоящему повеселиться на празднике ночью. Итак, прежде чем мы начнем, наш представитель объявит... Секунду. Вот. Объявит награду за лучшую игру. Приз за лучшую игру получает... Призрачный Буншин. Да. Правильно же? Окей. Буншин. Ура! Молодцы. Мы победили? Я ведь не сплю, это правда. Правда, видишь, все возможно, когда ты к чему-то стремишься, Саю. Победившая команда получает в награду Мору от комиссии Яшера, а также золотой кубик Бакадануки. Кроме того, нашему специальному гостю выпала честь объявить об особой награде. Сёгун, если можно. Особая награда присуждается команде самой иммерсивной игрой. И эта награда достается искателям ужаса случай с двойником Кинкаку, Гинкаку и Тецуноске. Так это была игра ужасик, а я-то подумал, что видел призрака. Ух ты! Это выходит погружение на совершенно новый уровень. Бакадануки потрясающие. Умно придумано. Теперь у людей нет причин бояться юкаев. Не думаю, что Сёгун и Леди Гуджи хотят, чтобы юкаи боялись людей. Я вручаю вам эту награду от имени Наруками Огёшу и обещаю, что ни один человек не посягнет на ваш покой без причины. Сёгун лучшая! Сёгун лучшая! Так, а как же план развития Сёгуната? Цель исследования заключалась в том, чтобы не вторгаться на территорию юкаев. Кроме того, мир очень большой. Люди, юкаи, места хватит всем. Будто среди молний задание выполнено. Я так понимаю, мы прошли ивент, и мы даже уложились во время? Серьезно?
Я знаю хорошо. Не понял, это еще маленький эпилог. Окей, вот чат. Вот вы меня байтите, конечно, одно за другим. Обманывает чат меня вообще жестко. Так, можно я попью? Так. О, дружище, говорят, что вчера вечером ты ходила в баню Аисы. Я собираю команду, и мы идем праздновать. Ты с нами? Но мы только что были там. Да? Но наверняка ты скучаешь по кому-то, да? Например, Шинобу, и Гора, и еще Аята. Проще говоря, босс услышал об этом и теперь очень хочет пойти в баню. В общем, как только закончишь, заходи, мы отмокнем тепло, источники. Слышишь ты, тебе нельзя со мной, я же девочка, алло. У меня там есть вот это все, а у тебя есть вот это все, и мы не должны это видеть. Не надо. Еще маленький. Че, опять? Не, подожди. Ну что, готова отмокнуть? Я не хочу с ним мокнуть. Он будет показывать свои причиндалы, тыкать вот это все в лицо. Зачем мне это надо? Я не хочу. Отлично! Следующая остановка баня Аисы. Не хочу. Чат, я не хочу. Сосисочная вечеринка, да, следуя настойчивым просьбам Ита. Вот здесь жарче всего. Посмотри, что... Что? Посмотрим, кто подержится дальше всех. Кто в игре? Разве я могу отказаться? Послушай, это не сауна. Как тепло. Эй, не засыпай в ванне. О, моя шерстка такая тяжелая, голова кружится. Если тебе тяжело переносить жару, Гора, выходи из ванны. Эй, не шуми. Тем временем за стенкой. Так всегда энергичен. Всегда так энергичен. Не стоит отвлекаться во время матча, брат. Ух ты, ситуация накаляется. Каков твой следующий ход, путешественница? Что думаете? Я бы не спешила и постаралась закрепить свое преимущество. Или можно проявить настойчивость. Риск не самая плохая идея. Действительно, медленно и уверенно. Действовать медленно и уверенно, проявить напор. Напор, поехали. О, весьма умна путешественница. Решающее поражение. Что? Как поражение? Я сдаюсь. Теперь, согласно случайной жеребьевке, следующим игроком станет Аяка. Веселитесь. Ладно. Пожалуйста, прояви терпение ко мне. А это наверняка специально проиграл, чтобы дать... Аято специально проиграл, чтобы дать Аяке больше времени на игру. Представляете, мы пользуемся огромным успехом на фестивале цветов Микавы. Было в 3 раза больше посетителей, чем обычно. Учитывая выручку на данный момент, я думаю, мы сможем заработать вот столько. Отличные новости. Возможно, мы даже превзойдем издательский дом Яи в этом месяце. О, выглядишь довольной, устраиваешь вечеринку без меня? Да нет. Совсем забыла поделиться с тобой хорошими новостями. 30% доходов от фестиваля будут перечислены издательскому дому Яи. В этом месяце мы ожидаем рекордную прибыль. Не хочешь нас поздравить, засранка? Что? Госпожа Мидзухи, полагаю, поздравления уместны. Мы в 333 раз соревнуемся с издательским домом в продажах, и наш самый лучший результат на сегодняшний день — 2-е место. Желаю всем сладких снов этой ночью. Будто поцелуй росы. Задание выполнено. Все?
Так, что нам дали? Чат, мы прошли. Альбом от Кинкаку и других, который, как говорят, способен сохранить и оживлять недавние воспоминания. Листая его страницы, вы почему-то чувствуете запах свежих листьев. Читать. От пара с ароматной орхидеей ваше лицо становится милее. Застанет гость неожиданно... Что? Заглянет гость неожиданный на огонек, чтобы кто-нибудь рассказал его... Рассказами его развлек. Смоет вода унылые сны, и вспомнишь с друзьями общение дни. Тихо падают микавы лепестки, отдохни и ты. Следят за картами глаза, руки касается рука. Понял, принял. Все получается? Мы что, закончили, чат? Как будто бы мы закончили. А почему у меня до сих пор мультиплеер? Желание Яксы. Кристен Тиай говорит пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Аня Мика Желание говорит след Яксы. Задание легенд Мидзуки. Еплай говорит время сливать примагемы. Это да. Аня что Мика такое говорит желание ей Яксы? Поздравляшки. Спасибо, ляшки. А почему этот квест закрывает мне кооп? Меня этот квест булит или что, я не понял? Блин, а уже вы в долг смотрите опять, чат, вам не стыдно? Где стыд у чада, я не понимаю. Кристен Ладно. Тиай говорит, это ты ткнул на табличку в тот раз. Это та Кристен фигня, Тиай говорит, и взял квест. ё-моё. Ладно. Данияр Шеймарденауф говорит Якшася. Аня Мика говорит, а вот тыкал странный Я не камешек. виноват. Эндрюс говорит ни разу. Мы бесстыдники. Меч небесного всадника. Натали Фелови говорит, один из скрытых квестов Леви. Понял. Эх, изумрудный шар. Все. Все получается, помолились и хватит. Превьюшка, я думаю, блин. Я думаю, сделаю... Не понял. Что это такое? Найди способ открыть каменную табличку. Это, походу, часть квеста, ладно. Хута говорит, О, Кристен Тиай говорит, 4 дня баннера. Чую, лук мы не увидим. Ха-ха. увидим. Вот. Ну что, чатик. Мы были сегодня продуктивны как никогда. Он коротенький совсем. Не-не, мне надо уже это... Мне дела. Поэтому мне нужно это. Ваби Кальдина, искающий демонов в легенде Мидзуки. Готов. А я где? Я не знаю, где ты, Хутао. Хутао. У меня нет Хутао. У меня тебя нету. Ладно, чатик. Всем большое спасибо за подписки, лайки и подарки. И самое главное, спасибо, что провели это время со мной. Мы были супер продуктивны. Мы закончили эвент, который вот-вот должен был закончиться. А следующий стримчик, эвент, который нам нужно пройти... Вот этот как будто бы, да, 10 дней осталось. И все? А где подарочки еще? О, чат, уля-ля. Его надо пройти. Вот. Ладно, в любом случае, всем спасибо, всем пока. И как всегда на прощание. Все, чатик, давайте. Всем пока, всем хорошего вечера и всем хорошего времени суток. Давайте. YouTube, Twitch и Trovo. Вам отдельно. Пока-пока.